Всем привет! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Мне прислали ссылку на эту сумку с вопросом: сможете повторить? Я посмотрела на цену и поняла, что за эти деньги можно сшить штук 5 таких и еще взять материал покруче. Зачем переплачивать за бренд, если можно сделать не хуже своими руками? Если вы тоже не любите переплачивать, давайте шить вместе. Для основы я выбрала ткань рипстоп плотностью 200 грамм на метр. Почему именно она? Благодаря особому плетению ее практически невозможно порвать. Она недорогая, очень прочная и при этом легкая. Для сумки идеальный вариант. Подкладку сделаю из ненужной блузы. Ткань здесь отличная, плотная, прочная и даже с какой-то пропиткой. То, что нужно для внутренней части сумки, чтобы она быстро не пачкалась и долго служила. Первым делом подготовлю полотно для подкладки. Соединяла детали прямой строчкой. Длина стежка небольшая, 2,5 мм. Нитки полиэстер. Игла универсальная, номер 80. Для прочности с лицевой стороны проложила еще одну строчку, закрепив ей припуски на одну сторону. Размер готового полотна получился приблизительно 65 на 67 сантиметров. Теперь приступаю к разметке. Чтобы получить идеально ровный круг, складываю полотно в 4 слоя. От центрального угла отмеряю радиус 32,5 см. Аккуратно соединю все точки в плавную дугу. Вырезаю прямо по разметке. Круг пока не разворачиваю. Он послужит мне шаблоном. Кладу его на кусок основной ткани и обвожу по дуге. Обтачка у меня будет широкая, 8 см. По всей длине ставлю новые наметки. Соединяю все точки и получаю деталь для обтачки. Таких деталей мне понадобится ровно 4 штуки. Я их сшила между собой в кольцо. Швы тоже укрепила дополнительной строчкой. Соединю обтачку с деталью подкладки. Для начала соединила контрольные точки и затем равномерно распределила обтачку между ними. Строчку прокладываю со стороны обтачки по всему кругу. Припуск на ширину лапки. Если ткань сильно сыпется, срезы лучше дополнительно обработать зигзагом или любым удобным способом. Я этот шаг пропускаю. Отгибаю обтачку и проутюживаю. Припуски заутюжила на сторону обтачки. На эту деталь приходится основная нагрузка при использовании сумки, и дополнительная строчка здесь не помешает. Подкладка готова. Размер готовой детали 80 см. Чтобы кнопки держались надежно и не рвали ткань в процессе использования, место крепления усилю кусочками дублерина. Приклеиваю их с изнаночной стороны, именно там, где будет стоять фурнитура. В центре подкладки размечу прямоугольник 20 на 35 сантиметров. Это будет дно сумки. Размер рассчитала так, чтобы сумка была вместительной и при этом выглядела аккуратно. Дно сумки должно быть надежным и хорошо держать форму, поэтому уплотнитель сделаю сама. Основа хлопчатобумажная ткань. Ее я проклею серпянкой. Берите с мелкой ячейкой, она силиконовая. Крупная ячейка идет из стекловолокна. Середина будет из нескольких слоев трикотажных обрезков, но можно использовать любые. Сверху кладу еще один слой хлопчатобумажной ткани, проклеенной серпянкой. Чтобы слои не сдвигались, зафиксирую их булавками. Задам направление для стежки. Первая строчка по разметке. Длина стежка 3 мм. Нитки полиэстер. Игла для джинса номер 100. Все остальные строчки прокладываю параллельно на одинаковом расстоянии. Затем в другом направлении все точно так же. Чем гуще стежка, тем плотнее получится заготовка.
Разметила прямоугольник 20 на 35 сантиметров. Внутрь от разметки прошла прерывистым зигзагом по всему контуру. Лишнее срежу. Заготовка получилась тонкая, но довольно прочная и хорошо держит форму. Двухсторонний скотч поможет мне временно зафиксировать ее на предварительно размеченном месте. Кнопка на застежке будет магнитная. Чтобы ткань не деформировалась и хорошо держала форму, добавлю ей объем кусочками слимтекса. Их тоже закреплю двухсторонним скотчем. Кнопка для застежки у меня среднего размера. По центру обтачки делаю распарывателем небольшие разрезы. Вставляю кнопку. С обратной стороны одеваю фиксатор и фиксирую, разгибая ножки кнопки в разные стороны. Металл очень прочный, можно помочь себе подручными средствами. Кнопка состоит из двух деталей. На противоположной стороне устанавливаю вторую часть. Устанавливать такую застежку несложно, и специальные инструменты тоже не нужны. Настал момент сборки. Кладу подкладку на основную ткань лицом к лицу. Зафиксирую их между собой булавками, чтобы не сдвигались относительно друг друга при сборке. Проложила соединительную строчку по всему контуру. Припуск оставила на ширину лапки. Теперь всю лишнюю ткань срежу. Так соединять детали гораздо удобнее. С одной стороны, возле бокового шва, оставила небольшое техническое отверстие. Через него выверну заготовку на лицевую сторону. Сразу зашила техническое отверстие потайным швом. Теперь нужно хорошо выправить шов и проутюжить с паром. Отделочную строчку прокладываю с лицевой стороны. Это не только надежно зафиксирует подкладку, но и придаст сумке законченный вид. На рипстопе такая строчка смотрится очень эффектно. При желании можно взять нить контрастного цвета или проложить декоративную строчку. Маленький секрет идеального края. При отстрочке сделала небольшой перекат на изнаночную сторону, буквально 1-2 мм. Так край выглядит намного аккуратнее, и подкладка точно не будет выглядывать с лицевой стороны. Уплотнитель на дне сумки хорошо прощупывается. Размечу прямоугольник, отступив от края 0,5 см. Обязательно закреплю булавками оба слоя, чтобы не сдвинулись при работе. Важно зафиксировать все слои: основную деталь, подкладку и уплотнитель для дна. Прокладываю строчку по всему периметру прямоугольника. Дополнительно проложила еще 2 строчки, и теперь все детали стали одним целым, и дно точно никуда не сдвинется. Теперь подготовлю место для ручек. Из остатков основной ткани вырежу прямоугольники 7 на 15 сантиметров. Их мне понадобится 6 штук. Делю заготовку пополам, загибаю оба края к центру. Затем складываю еще раз. Фиксирую зажимами. Закреплю заготовки с каждой стороны строчкой. По краям обязательно закрепки, чтобы при выворачивании шов не разошелся. Обязательно высекаю уголки. Так углы получатся правильной формы. Выворачиваю на лицевую сторону и пинцетом придаю углам форму. Ткань плотная, слоев много, поэтому нужно постараться. С каждой стороны проложила отделочную строчку. По краям обязательно закрепки. Шлевки для ручки готовы. Чтобы определить размер ручки, замеряю длину окружности, где она будет крепиться. Для ручки подготовила полосу длиной 230 см. Ширину взяла 13 см. Отрезки между собой соединяла под углом 45 градусов, чтобы стыки не совпадали. Сразу придала нужную форму, чтобы легче было работать. Заготовку для ручки соединила в кольцо. Сильно узкими ручки делать не стоит.
Они должны выдерживать нагрузку и не давить в плечо. Отделочные строчки укрепят ручку. Можно сделать и несколько строчек. Размечу место для ручек. Продолжу боковые стороны прямоугольника на дне. Определю центр сумки. Беру линейку и сдвигаю ее до пересечения с начерченной линией. Это и будет место для шлевок. Расстояние от края сумки можно взять любое. Я остановилась на 3 сантиметрах. Шлевки буду пришивать строго по разметке. Важно пришить их крепко, так как на них будет идти вся основная нагрузка. Именно через эти полоски будет проходить ручка. На одну из сторон добавлю декор. Закреплю вторую сторону шлевок. Ручка внутри должна двигаться свободно. Ну вот, моя сумка готова. Длина сумки 35 сантиметров, ширина 20 сантиметров, высота 30 сантиметров. Эта сумка многофункциональная, и размер можно делать разный, в зависимости от того, что вы собираетесь в ней носить. Обычно они идут около метра в диаметре. Размер дна увеличивать не стоит. Такая сумка – настоящее спасение для тех, кто экономит время. В магазине больше не нужно тратить драгоценные минуты, перекладывая продукты. Просто разложите ее сразу на кассе. Сложили покупки и одним движением затянули ручки. И пошли домой. И это не только шопер. Она идеально подойдет для прогулок в парке с ребенком или на пляж. Развернули, и у вас есть коврик, на котором можно посидеть. А когда пора домой, все собирается за считанные секунды. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Благодарю спонсоров, которые нашли возможность поддержать канал материально. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!